Всем привет! Вы на канале Jane Пенкати. Не забудьте подписаться. А сегодня я хочу вам рассказать и показать, как же я делаю соленую карамель. Сразу сделаю такую подсказку. Из этой соленой карамели можно сделать просто карамель или еще ее называют вареная сгущенка. Мы просто в этом случае мы не будем добавлять соль. Какие же ингредиенты нам понадобятся сегодня? Я беру соевое молоко Альпра, оно без сахара. Также вы можете брать любое соевое молоко, да, там растительное молоко по своему вкусу. Далее я беру финиковый сироп. Смотрите, чтобы финиковый сироп, да, он у всех по колоражу разный. В конце я дам небольшую раскладку на него, да, сколько по калориям он у меня получился. Финиковый сироп можно также заменить на сироп топинамбура. И, по крайней мере, с ним я точно делала и могу сказать, что с ним тоже получается. Далее я беру морскую соль. И уже для аромата я добавляю ванилин, жидкий экстракт. И так как я еще люблю запах, знаете, вот десерт есть такой ромовая баба, я беру аромат рома. И опять же можете по желанию добавлять его или не добавлять. На самом деле, еще ближе к концу приготовления я добавила 2 столовых ложки дынного сахара. Дынный сахар – это у нас эритрит. Я распереживала, что получается слишком солено, потому что я добавила соли не просто чайную ложку, а чайную ложку с горкой. Поэтому, если вы не хотите или, допустим, вы понимаете, что у вас получается слишком соленый продукт, вы можете добавить сахарозаменителя. Перейдем к способу приготовления. В подготовленную емкость я выливаю растительное молоко, туда же добавляю соль и сироп. Ставим кастрюлю на средний огонь и доводим до кипения. После того, как карамель у нас закипела, мы уменьшаем пламя плиты. Будьте аккуратны, у меня несколько раз, если честно, карамель убежала. Оставить соус на маленький огонь на 30-40 минут и периодически помешивая. Я сначала его перемешивала каждые 5 минут, потом я начала каждые 3 минуты с половиной подходить. Выбирайте так, как вам удобно. Очень важно ее перемешивать, чтобы она не пригорала к стенкам. Почему я говорю 30-40 минут? Потому что, опять же, вернусь к тому, что посуда у всех разная. У меня, допустим, на готовку вышло где-то 1,5 часа. Примерно через час 20, час 10 я вижу, во-первых, что у меня жидкости в кастрюле стало намного меньше. И консистенция стала более-менее такая тягучая. Я включаю таймер на 5-8 минут. И начинаю интенсивно мешать, то есть почти не отходя от плиты. Как только карамель станет тягучей, в нее добавляют экстракт ванили, и я еще добавила в нее экстракт рома. Опять же, интенсивность тягучести вашей карамели вы выбираете сами. Чем более тягучая она становится в кастрюле, тем скорее, когда она остынет, она будет больше напоминать пудинг. Экспериментируйте. Тут я уже, скорее всего, не смогу вам помочь конкретно, да, какую именно консистенцию вам выбрать. У меня получилось 327 грамм соленой карамели. Я перелила ее в свободную банку. И она у меня немножко постояла, и я ее поставила в холодильник, чтобы она у меня остывала. Подавать ее можно на стол как в теплом виде, так и в охлажденном. Приятного аппетита! Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.